Научно-исследовательская лаборатория молекулярной медицины и генетика человека Медицинского института СВФУ создана с целью широкого привлечения профессорско-преподавательского состава и обучающихся университета к выполнению научно-исследовательских работ, повышение качества подготовки специалистов в области медицинской генетики, улучшение качества здоровья населения Республики Саха-Якутия Российской Федерации на основе внедрения высоких медицинских технологий, проведение комплексного клинико-эпидемиологического и молекулярно-генетического исследования наследственных болезней Республики Саха-Якутия с применением современных технологий идентификации генов человека и повышения эффективности клинико-генетической помощи населению Северо-Востока России и Арктики. Основными направлениями работы лаборатории являются клинико-генеалогическое, биохимическое, молекулярно-генетическое, патофизиологическое изучение наследственной и мультифакториальной патологии на народах Северо-Востока России и Арктики, а также разработка инновационных методов ДНК-диагностики наследственных заболеваний. Другое направление работы – это разработка биобанка наследственных болезней, врожденных пороков развития, широко распространенных заболеваний народов Северо-Востока России и Арктики и научные исследования в области персонифицированной медицины. Третьим важным направлением исследований в лаборатории является разработка принципов организации и внедрения молекулярно-генетического скрининга в Республике Саха-Якутия. Лаборатория является победителем конкурсного отбора научных проектов, выполняемых коллективами научных лабораторий образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и выполняет государственные задания в период с 2020 по 2023 годы. Руководителем лаборатории является доктор медицинских наук, врач-генетик, заслуженный врач Республики Саха-Якутия, лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия в области науки и техники, победитель Всероссийской премии лучшим врачам России при звании 2021 Надежда Романовна Максимова. В состав лаборатории входит 3 отдела. Отдел клинико-генетических исследований, отдел биобанка и генетического скрининга, и отдел протеомики и геномного редактирования. Сотрудники лаборатории постоянно повышают свою квалификацию, проходят обучение в ведущих институтах России и мира. На базе лаборатории работает студенческий научный кружок генетик, где студенты привлекаются к научно-исследовательской работе и знакомятся с азами работы в генетической лаборатории. Кружковцы становились призерами различных молодежных научных конференций.
2016 года в медицинском институте осуществляется прием в очную аспирантуру по направлениям фундаментальная медицина и биологические науки. По специальности генетика под руководством доктора медицинских наук Максимовой Надежды Романовны. В настоящее время обучение проходит 3 очных аспиранта. Сотрудники лаборатории регулярно участвуют и являются организаторами научно-практических конференций разного уровня. Ежегодно сотрудники лаборатории выезжают в научно-практические экспедиции. В 2020 году лаборатория инициировала подписание соглашения о сотрудничестве с медицинской школой Кавасаки из Японии. В течение 2 лет кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории Васильев Филипп Филиппович проходил постдокторскую стажировку в медицинской школе Кавасаки. Васильев проводил научную работу по теме исследования молекулярных основ нарушений функции лизосом путем анализа редких генетических заболеваний. Целью исследования было выяснение патофизиологии нового заболевания мукополисахаридоз плюс и поиск эффективной терапии. В настоящее время младший научный сотрудник лаборатории Сафронова Виктория проходит обучение в аспирантуре медицинской школы Кавасаки по программе MEXT. Она является лауреатом стипендии правительства Японии. По итогам ежегодного конкурса СВФУ в 2020 году лаборатория была удостоена премии «Лучшая научно-исследовательская лаборатория». В рамках форума «Университеты и развитие геостратегических территорий России» президент Российской академии наук Александр Сергеев посетил лабораторию. Руководитель Российской академии наук проявил большой интерес к увиденному и задавал вопросы исследователям. В 2021 году руководитель лаборатории Надежда Романовна Максимова и ведущий научный сотрудник Айталина Лукична-Сухомясова были награждены Всероссийской премией лучшим врачам России при звании 2021. Премия была вручена в номинации «Разработка нового метода диагностики» за открытие новых наследственных заболеваний СОВ-синдром и мукополисахаридоз плюс синдром, а также за разработку и внедрение новых методов диагностики в практику медико-генетического консультирования.